Всем привет! Сегодня мы обсудим намерение АвтоВАЗа кратно увеличить выпуск автомобилей, что должно снизить цены на машины. А вы подумайте и напишите в комментариях, купили бы вы Ладу, если бы она подешевела. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Так называемые партнеры повели себя в высшей степени некорректно, нарушив все свои обязательства. В результате падение в автомобильной промышленности составило свыше 60%, сказал Владимир Путин на встрече с рабочими завода Тула-Желдормаш. Самое большое падение промышленного производства пришлось именно на автомобильную отрасль. Тем не менее, предприятия работают, и произошло это благодаря активным действиям правительства и некоторых региональных властей, и работают хорошо. Проблема сейчас в том, чтобы наладить производство нужного количества машин и, разумеется, высокого качества, полагает президент. Программа льготного субсидирования кредитов на автомобили до 2 миллионов рублей в связи с ростом цен и инфляцией была направлена прежде всего на то, чтобы помочь людям купить машину, отметил он. Этих мер поддержки автопрома в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и на более востребованных легковых автомобилей. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ — это зайти на autospot.ru, ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Если же при дефиците автомобилей постоянно повышать уровень поддержки, это приведет только к дальнейшему повышению цены. Элементы поддержки для отдельных категорий граждан сохранятся, но в целом все-таки основной путь решения этой проблемы – кратное увеличение выпуска наиболее востребованных машин, подчеркнул Путин. При этом он осмотрел несколько перспективных отечественных разработок во время осмотра экспериментального образца электрокроссовера и Нива на заводе концерна Алмаз-Антей. Президент Владимир Путин призвал развивать отечественную автопромышленность. Осмотрев образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы, которая предполагает создание на ее базе автомобилей различных типов кузовов, размерности и грузоподъемности, Владимир Путин призвал не останавливаться и продолжать разработки. Хочется надеяться на лучшее, но как бы многие этого не хотели, российский автопром продолжает погружаться все глубже на самое дно. Теперь это уже признают официально, подтверждая его убыточность. Это неудивительно на фоне всех происходящих событий в мире и в нашей стране. А что вы думаете по поводу выпуска новых автомобилей в РФ? Будет ли спрос и по какой цене? Пишите в комментариях ваше мнение. Ну и обещанная мною шутка юмора. Если отношения разрушились, не вини ее одну. В этом всегда виноваты два человека. Она и ее мама. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.